На кровати, среди проводов и приборов, лежал Андрей. Он был неподвижен, словно его вынули из привычной жизни и забыли вернуть обратно. Аппарат дыхания шипел, подменяя его легкие. Монитор ритмично рисовал пики, редкие и нерешительные, как сердце, которое сомневалось, стоит ли продолжать работать. Иногда казалось, что техника уговаривает организм. Еще вдох, еще удар. Держись. За стеклянной дверью стояли двое врачей. Один — пожилой хирург с седеющими висками, молчаливый и сгорбленный атлет практики. Другой — молодой реаниматолог, слишком рано научившийся видеть то, чего видеть не хотел бы никто. Они говорили негромко, хотя вокруг никого не было. Давление падает. Рефлексов нет, сообщил младший, глядя в планшет. Я знаю, ответил старший. Его руки глубоко спрятались в карманы халата, словно он боялся пустить их в дело. Может, еще раз попробовать сульфат? Неуверенно произнес молодой. Старший посмотрел на него усталым взглядом. Зачем? Чтобы лишний раз убедиться, что чудес не бывает. Мы сделали все. Дальше уже не медицина. Слово «чудо» повисло между ними не как надежда, а как насмешка. Двери лифта скользнули в стороны. В коридор вошла женщина, худая, сухая, как поздний осенний лист, но глаза ее еще горели решимостью. В руках она держала маленькую сумку, а шаги ее звучали так, будто она шла на суд. Врачи выпрямились. Не из уважения, нет, просто человеческая боль все еще заставляла их быть внимательными. «Можно к нему?» — спросила она. «Вы родственница?» — осторожно уточнил реаниматолог. «Жена. Бывшая», — коротко сказала она. «Но какая теперь разница? Там все равно не спросят документы». Ей открыли дверь. Она вошла, будто переступила порог похорон без гроба. Андрей лежал под занавесом. Его лицо, когда-то уверенное и даже заносчивое, теперь стало странно спокойным, почти юным. Словно он наконец-то отдохнул от звонков, контрактов, кредитов и вечной гонки. Женщина подошла и положила ладонь на его грудь, осторожно, между проводами и датчиками. Кожа была теплой, но чужой, как у человека, который уже ушел, а тело забыл. «Ты же всегда все контролировал», — прошептала она. «Даже сейчас решил уйти без спроса. Типичный ты». Аппарат пискнул, словно споря с ее словами. Она усмехнулась сквозь слезы. «Вечно ты все делал наперекор. Даже спать. Король, который ничего не делает, а все вокруг трудятся». За ее спиной щелкнула дверь. Вошел мальчик лет 12, их сын. Худой, бледный, все еще в школьной форме, хотя был поздний вечер. Видимо, не успели переодеть, или просто не хватило сил. «Мам», — сказал он и замолчал, будто дальше слов не хватило. Она кивнула. Он подошел ближе, сел на край кровати и стал внимательно смотреть на лицо отца, будто хотел запомнить каждую черту. Потом осторожно взял его руку, тяжелую, неподвижную, как мешок с песком. «Пап», — почти шепотом произнес он, — «я сегодня по математике 4 получил. Почти 5. Если бы ты был, ты бы сказал, что надо было лучше». Голос его дрогнул, но он сдержался. Дети иногда умеют держать боль крепче взрослых. Он посмотрел на мать и спросил: «Мам, а можно я расскажу ему про робота из кружка?» Она лишь кивнула, и мальчик начал рассказывать, сначала спокойно, потом увлеченно. Про моторчик, который никак не запускался, про провод, который пришлось перепаять, про то, как робот наконец поехал. Аппараты вокруг продолжали равнодушно пищать и шипеть. Но в этом холодном шуме словно появился новый оттенок. Не надежда. Нет. Скорее, ощущение, что кто-то слушает. Как будто Андрей стоит у самой двери и все слышит, но пока не решается войти. Когда мальчик закончил, он посмотрел на отца и неожиданно твердо сказал: «Ты не смей умирать. Я еще докажу, что могу лучше, чем на 4». Женщина закрыла лицо руками. Врач за стеклом отвернулся. Монитор будто на миг замер. Андрей не пошевелился, не вдохнул лишний раз. Но в палате стало теплее. Может, это кто-то из живых начал верить чуть сильнее, чем 5 минут назад. А может быть, именно отсюда началось его возвращение.